Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем сегодняшнюю серию с постройкой автодома. Пока прогревается патрол, мы выезжаем в гараж. Я хотел бы вас всех поприветствовать, а также поприветствовать всех, кто недавно к нам присоединился. Да, на нашем канале мы строим автодом, поэтому обязательно подписывайтесь. Я думаю, будет очень интересно, что у нас здесь происходит. Если вдруг вы недавно присоединились к нашей всей банде, то обязательно заходите в плейлист. Смотрите, какой уже у нас был автодом на базе Урала. Ну а сейчас я решил построить на базе Магируса автодом 4х4 с удлиненным кунгом. Именно этим мы сейчас займемся. Сейчас я выезжаю на базу, переодеваюсь. И мы начнем с того, что будем распиливать кунг. Нанесем разметку, возьмем сабельную пилу и попытаемся это сделать. Что с этого выйдет, я пока не представляю, но уверен, что у нас что-то получится. Вот, так что еще раз вам всем огромное спасибо за поддержку на Бусти. Если есть желание поддержать нас, а также получать каждые 2-3 дня маленькие видосы о том, что происходит у нас в гараже, то переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на Бусти. Все, вам я желаю приятного просмотра, и мы выезжаем. Это профессионально. Пилим второй кунг. Работа ответственнейшая, безбашенная. И что с этого выйдет, пока что я не знаю. Тот кунг, который мы распилили перед этим, по качеству гораздо лучше. Надеюсь, по размерам они одинаковые. Вот это меня чуть-чуть смущает. Но, если что, будем уже думать, что дальше и как. Какие-то искры, Макс. Мы во что-то уперлись. Возможно, вклад. Нет, здесь ничего нету. Наверное, уголки. Поперечки. Наверное. Мне кажется, когда мы этот кунг распилим, Макс, он просто развалится.
Сняли мы эту переднюю часть. Этот кунг, конечно, по качеству хуже, однозначно, но вот так выглядит наша вторая часть. Сейчас перевезем ее на ту сторону, зацепим большую часть кунга и попытаемся сюда ее привезти и хотя бы немножко подмерить. Так, все, поехали, продолжаем строительство нашего автодома. Стропольщики из нас не очень, поэтому, видите, такая вот ошибка получилась, что у нас кунг почти вывалился, поэтому нужно обязательно перестрополить его. Сейчас переделаем. Машин я почему-то переживал только за инвалидку, остальные как-то так, пофиг. А вот инвалидку смотрел вдвойне. Ну это я заметил так, невзначай. Сейчас раскладываемся и попробуем нашим краном примерить сюда часть кунга, которую мы отпилили. Монтажку сюда забьем кулаком. Наверняка у вас возникнет вопрос, что мы делаем. Мы делаем вырез под кулису. Вот, потому что боремся за максимальную длину кунга, чтобы было максимально комфортно внутри. То есть каждый сантиметр он важен. Поэтому вот приходится мучиться. Но сейчас помучаемся, зато потом будет отличнейший результат и большой фургон. Вчера уже было темно, ничего не снимали вам, но вот такого результата добились.
почти закинули. Вот. Но столкнулись с очень большой проблемой. Ну, условно большой. Ее можно было избежать. У нас разные по ширине кунги. Разница примерно вот в столько. В этой стороне вот у нас вплотную кунг стоит, а с той стороны прям косяк. Косяк вот такой, шириной где-то в 4 сантиметра. Придется что-то мудрить. Ну вот, сейчас моя задача все это выставить, попытаться хотя бы примерно прикинуть, что как. Все, выставляем. Так, доброе утро, друзья. Ну, вчера ничего не снимал, нервы уже заканчивались. Потому что отмучился, целый день у меня ушел на то, чтобы выставить наш кунг. Но, как выяснилось, одна из проблем очень важных, это был перекос рамы и, соответственно, перекос кунга. Вот. И после того, как поддонкратил я ту часть колеса, смог только выставить. Вот этот кунг по ширине отличается где-то на вот столько, 2 сантима, а здесь немножко его расперло, поэтому он чуть шире. Вот. Так что такие вот дела. Будем это все сшивать. Там вверху шинки я приварил, уже сшил 6 шинок сверху. Ну и здесь тоже буду что-то думать. Сегодня планирую это все дело соединить, чтобы нам убрать вот эти домкраты, которые нам мешают. Вот такие у нас дела. Вчера просто целый день вымучился. До ужаса. Вот. Ну, с этой стороны тоже вот так выглядит. Магирус заиграл другими абсолютно красками. Большой, законченный вариант. Брутальщина сразу добавилась. Ну и здесь, когда все заделается, будет просто пушка. Также из рейса вернулся Юра. Возникла тут небольшая у нас проблема. Сейчас ее решаем. Это поплыл сальник. Вот здесь. На ступице сзади. Все сейчас отмоем, и нужно будет поменять сальник, заказать его. Так что такие вот мелочевки постоянно вылазят в Вольве. То нужно делать. Да, и нужно передать привет подписчикам нашим, Каким? которые встречают меня чуть ли не в каждом городе. Да, всем нашим подписчикам огромный привет, спасибо за советы, за помощь. И если вдруг увидите И Юру, за внимание. да, обязательно уделите ему внимание. Сейчас все Юра здесь отмоет, и будем смотреть номер сальника и заказывать. Также хочу вам показать вот мини-кунг, который у нас получился. Вот такой маленький. Ну да, тут страшненький, но тем не менее кунг-коротыш у нас есть эксклюзивный. Его теперь можно ставить, как говорит Даник, на УАЗика. Вот. Такой маленький кунг. Эту заднюю часть того кунга прилепили сюда, и в принципе нормальная тема. Единственное, что здесь вот арки остались у нас не закрытые. Но как раз будет проветривание хорошее. Внутри он в очень хорошем состоянии. Ну, мы что-нибудь придумаем, может быть, сделаем здесь полки какие-нибудь или что-то такого плана. Ну что ж, усиливаю сейчас основную конструкцию кунга. Уголки, профиля, все усилим, сделаем, чтобы это было надежно. После этого будем уже соединять саму конструкцию кунга. Но самое главное и самое важное — это нижняя, естественно, часть. Так что работаем. Вечереет, друзья. Камеру не включал. Собрали мы Вольву, но с Вольвой помучились. Думали, что просто поплыл сальник, поменяем сальник, но, как выяснилось, на Вольвах стоит, я так понимаю, 3 типа подшипников. Первый тип — это
обычные подшипники, как в любой машине, то есть конусные, внутренний, наружный, и два сальника, соответственно. Второй вариант, это как у нас стоит переходная, подшипник, как он называется, подшипник-модуль типа. То есть он продается как в сборе. Потом ты его вставляешь с одной стороны, сальник уже стоит, потом со второй стороны сальник тоже вставляешь. Ну, в общем, такой переходной какой-то вариант. А есть третий вариант, это как ступица, да, в сборе, то есть перепрессовывается подшипник. Вот, проблема возникла с поиском запчастей, во-первых. Во-вторых, пришлось повозиться нам, но у нас получилось все собрать. По качеству подшипник мы поставили испанский. Фирму я не помню, сейчас вам скажу. Вот, ну и постепенно занимаемся нашим автодомом. Вот такой фирмы подшипник Ферса. Ну, так по качеству вроде смотришь, очень хорошо так выглядит все. Четенько, аккуратненько, упаковка, инструкция, все-все-все. Вот, ну а как будет ходить уже, не знаю. У кого есть опыт, делитесь. В комментариях обязательно. Крепим кунг. 4 крепления только удалось за целый день сделать. Раз, два и два точно таких же с той стороны. Сейчас я вожусь. Вот здесь крепление. И вот тоже. Вот здесь мы заварим. А эта часть у нас будет сниматься. Эта часть кунга будет жесткая, а начиная отсюда уже будет на пружинах стоять либо не совсем жесткая конструкция, пока еще я не решил как. Вот, но перебирал здесь пружины, которые у нас есть, нашел только одну, к сожалению. Не знаю, куда они все поподевали. Столько было их, грубо говоря, в футбол играли с ними. А вот когда надо, естественно, их нету. Ну, буду еще лазить, может здесь пороюсь, найду. Нам еще 3 штуки, если бы таких найти, то что вот передние 2 крепления я буду делать на пружинах. Вот, кунг по периметру закреплен на шинке, наверное, я вам это уже показывал. Сейчас не могу крепить кунг, потому что непонятно, где у нас будет ящик для аккумуляторов. Поэтому нужно начинать с того, что изготавливать крепление для ящика новое. Ящик с аккумуляторами будет вот здесь. Основными аккумуляторами для нашего Магируса. Вот он будет здесь. Также здесь будет крыло. И сразу за крылом ящик. Вот такая схема. Ну, пробуем. Начинаю с того, что будем вот сюда крепиться. Опускаться вниз. И вот на этом уровне где-то примерно вот у нас будет крепление аккумуляторных ящиков. Заодно здесь, возможно, и замутим крепление для крыла вот этого. Вот такие планы, начинаем действовать. Сделал себе кофеек и вот думаю, что немного я устал, друзья, честно. Как-то вот много на себя я беру, пожалуй. Мне почему-то кажется так, потому что как-то стараешься. Зилотрах этот стоит, блин, нифига не продвигается. Магирус этот вот 2 дня, 3-й, можно сказать, то кунг этот выставляешь. Ничего не успеваешь. Все проекты какие-то, куда-то спешишь. Свою машину сделать не успеваешь. Каждый день спешишь бегом и бегом. Не знаю. Пишите, как у вас пробегает время ваше, но я что-то закопался в этом всем. Иногда даже паника возникает такая, что, ну, это реально какая-то дичь. Что столько работы, все это делаешь, все это стараешься. И хочется сделать хорошо, можно сделать быстро, но я так не могу. Вот, и поэтому, не знаю, много кто говорит, давай, не сдавайся, но я всегда говорю, говорить легко и советовать легко, а вот на своем примере показать, это всегда, конечно же, сложно. Вот, но в нашей всей движухе главное что, друзья, я думаю, вы все знаете, что это главное не падать духом. Вот, так что попьем сейчас кофеек и продолжим сражаться с металлом. Все, мы продолжаем заниматься нашим автодомом. Вчера я был на том этапе, что уже не хотел ни автодом, ни Магирус, ни кунг, ничего. Потому что очень устали.
Мучаешься, ну за день вот с Юрой вчера поставили 2 кронштейна сделали, 1, 2, просто ужас какой-то. Ну сейчас продолжаем уже утром с новым настроением. Таким образом у нас получается вот раз крепление, 2 крепления, 3 крепления. Так. Ну а здесь будем делать уже, наверное, на пружинах, чтобы автодом гулял. Вчера вечером еще, когда уже было темно, я сделал крепление для наших аккумуляторов, потому что все взаимосвязано. Не знаем, где делать кронштейн, потому что непонятно, где будут аккумуляторы. В итоге вчера сделал, здесь сварил крепление, сейчас немножко усилю, а также непонятно, где будет щиток. И все это вот вымеряешь, выставляешь, и занимает это очень-очень много времени. Вот, сейчас моя задача снять ящик, вот, его здесь усилить, и одновременно с этим нужно будет все проварить и покрасить красочкой, чтобы уже все выглядело аккуратно. Вот так приходится сражаться с отверстиями 12 мм. Всегда хорошее сверло зажимает. Так, ну вот пришлось снять ресивер. Ресивер в хорошем состоянии, все четко. Здесь тоже вот рама в очень хорошем состоянии. Ну и сейчас вот здесь 2 болта, которые нам нужно для того, чтобы закрепить наш кунг. Юра изготовил уголок, сейчас примеряемся и будем прикручивать. Идет наш подписчик, сейчас он нам будет советы давать, как что делать. Подарок? Подарок. Это хорошо. Когда ты двери заберешь? Сегодня. Опять обманывает. Можешь подарок забирать? Какой подарок? Давай, подписчики Ладно. смотрят, что ты там принес. А не гони ты, подписчики. Это же я так, по дружбе делаю. Фонарик, видишь какой? Тут Классная тема, да. все дела. Ну мало ли тебе пригодится, ты же на русской технике ездишь. Да, да, да. — 20 лет электриком. Не работает. Тут горит, а сварка не работает. Выключай. В общем, Аврора накрылась медным тазом, что-то пошло не так. Как стрельнуло. Сейчас будем разбирать. Сняли верхнюю крышку. Что мы здесь видим, Юра? Видим? Механизм, да? Нет, электрическая Весь схема. в пыли. Микросхема или макси-схема? Что здесь выстрелило, вопрос? Предохранители есть? Вроде все аккуратненько, красиво. Может, у нас кнопочка накрылась? Нет, она горит. Кнопочка горит. Так. Мне кажется, вот на обратной стороне этой платы почему-то у нас проблема. А давай Мне так открутим ее. кажется. Ты уверен? Нет. Чтобы ее открутить, надо откручивать и это вот еще. Блин, ну тут все такое аккуратное, красивое. Ладно, будем сейчас дальше разбираться. Ну что ж, в общем, плохие новости, друзья. Разобрали здесь все. Все красиво. Нигде ничего, никаких следов. Обычно, если что-то такое взрывается, всегда есть следы. В нашем случае следов нету, поэтому собираем все обратно. Видимо, нам придется это все отвозить к специалистам каким-то. Ну, одним словом, ситуация help. Ситуация help. Ну ладно, наверное, нужно новый покупать. Нам нужно варить. Нам нужно кунг приварить, то есть без вариантов, блин, нам нужна сварка. Очень нужно. Так, Аврора все. Ну как, требует ремонта. В целом продул ее пистолетом. Все хорошо у нее, так красиво все выглядит. Ну, достал своего старого крокодила, и какое мое было удивление, что он работает. Вот вы представляете? То есть он циклон сила, надежный, неубиваемый походу. Ну вот рукав у него страшный. Может быть, даже я сейчас съезжу, куплю рукав, но не сейчас, в обед. И пока что временно продолжим пользоваться нашим старичком. Оба кронштейна заварил. Следующий этап зачистим сейчас и покрасим. Вот также нужно зачистить наш ящичек. Чуть-чуть, хотя бы с большего. И собрать Аврору. То остались только шурупы от Авроры. Старичок работает.
Ящик у нас 3309 газон, поэтому он весь уже и ржавый. Так всегда. Все, небольшое ЧП у нас произошло. Просто снимал колпачок и отломал вот этот пиптик. И он там внутри остался. В общем, я весь в краске, и баллон пришлось выкинуть. Сейчас подсохнет несколько слоев. Покраска сейчас это уже такое себе, блин. Не очень благодарное дело. Юру вызывают в рейс. Пожелаем ему счастливого пути. Ну, а я копошусь здесь с нашими системами. Установил ресивер и заметил вот один косячок. Видите, вот здесь. Нужно его обязательно исправить с помощью вот такой конструкции. Одной рукой, естественно, неудобно, поэтому сейчас все сделаем без вас. Ну как же без вас, без моих любимых зрителей? Я пошутил, конечно. Вчера я уже все, не хотел автодом, у меня просто сдавали нервы. Ну а сегодня нормально, сварка сгорела, как бы, ну настроение вроде нормальное. Так, и второй тоже. Кстати, нужно быть аккуратным, потому что у нас на Богдане вот этими пластиковыми хомутами, вы представляете, протирались металлические трубки. То есть тоже такое себе. Нужно быть аккуратно. Так, сейчас отрежем и в принципе все. Так, перегнал Магируса вот сюда. Вот так он будет стоять здесь пока что. Потому что нужно будет нам зашить срочненько эту отверстие наше, которое, чтобы вода не затекала. И перетащил инвалидку. Сейчас Ханамага ставлю перед Магирусом. И еще нам нужно освободить вот здесь пространство, чтобы сюда затолкать Вольву по возможности. Либо наполовинку ее туда затянем, либо не знаю пока еще как. Но одним словом будем сюда ее загонять, чтобы здесь внутри ее красить. Так что наводим порядок. Прошло после того, как мы его сюда перегнали, уже порядка недели, наверное, никак руки не доходили. Но вот наконец-то по чуть-чуть начинаю продвигаться. Купил алюминий вот такой листовой 1,5 мм и уже попытался сделать первую вот нашу такую заплатку. Сейчас она выглядит некрасиво, да, но когда все покрасится в 1 тон, то можно сказать, что этого перехода почти не будет заметно. Еще мне не нравится, что он очень алюминий, то есть чувствительный такой, немножко стукнул, он уже сразу пук, вогнулся. Ну, по жесткости конструкции, я думаю, все будет четко. У нас, я даже когда донкратил здесь, вот донкрат ставил, то подымался весь кунг прям вот на бок, как бы переваливался. Поэтому я специально это делал, чтобы проверить жесткость. И после того, как мы еще посадим здесь все на гермет, на эти заклепки, то я думаю, вообще тут четко все будет. Там вот у нас тоже стоят такие закладные, вон видно, там видно, и по крыше еще 4 штуки есть тоже. Такие мощные, они приварены к основным вот этим вот профилям, которые здесь идут. И в принципе будет, мне кажется, держаться все это надежно, реально надежно. Внутри в кунге образовалось большое пространство, здесь отдельная комната такая, и там он заканчивается хз знает где, вон. То есть реально под 6 метров, где-то 5,80, по-моему, что-то такое. Ну, мне кажется, это хорошо. По планам у нас сделать сзади там кровать, ну вот поперек. По правой стороне от меня, как я сейчас стою, там на той стороне будет идти кухонный блок какой-то. Здесь слева диванчик. Здесь сауна небольшая такая будет, вот скорее всего размером по ту перегородку, чтобы ее не убирать. Вот. И у нас будет такой автодомик с мини-сауной. В сауне будет и душ одновременно, и теплая вода. То есть, ну, вот такого плана автодомик будет. Мне кажется, нормальный вариант вполне. Так что мысли, желания, все это в кучу
если сопоставить, то сразу начинаешь вдохновляться на постройку автодома. Ну, потихоньку я буду копошиться, потихоньку сделаем. Что еще хотел сказать? В видео мелькали кадры, где с Volvo снята будка, где Volvo стоит уже помытая, то есть по Volvo тоже серию снимаем. Серия выйдет уже в это воскресенье с Volvo. И сделаю небольшую такую вам затравочку, то что мы Volvo отогнали на пескоструй. Зрители на Бусти об этом обо всем знают, так что вы тоже смотрите. Если хотите быть в курсе движухи нашей, то подписывайтесь на Бусти. В общем, серия с Volvo в воскресенье уже вот в это. И там много чего сделано. Вот, так что не пропустите. Огромное всем спасибо. На сегодня это все. Я уже ухожу. Вот, огромное всем спасибо и благодарность за поддержку. И спасибо, что смотрите, и ставите лайки, и подписываетесь на наш канал. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Все, всем пока.